С вами канал Pagan Pony, и мы продолжаем прохождение игры Argon и боги из камня. Я понимаю, что с момента последнего ролика прошло целых 3 недели. Извиняюсь за такую большую задержку, но так как канал у меня небольшой весьма, всяких других дел у меня тоже бывает очень много, поэтому все никак не могли дойти руки до прохождения игры. Но вот сейчас у меня выпало свободные пару часиков, поэтому я решил именно продолжить проходить данную игру по античной мифологии. И да, напоминаю то, что данное видео записывается специально для группы «Мифология Древней Греции» Вконтакте. Ссылка на группу будет в описании. Итак, ну давайте вернемся к нашему Аргону и его приключениям на острове с окаменевшими аргонавтами. Ну не только аргонавтами. Так, мы недавно получили от Танатоса дар освобождать людей из их каменных темниц, освобождать их души. Вот. Мы сейчас этим, собственно говоря, и займемся. И как раз нужные нам для квестов предметы таким образом найдем. Так, что происходит? Извините, что-то у меня лагануло. Так, сейчас запись идет, все. Так, поехали дальше. Извиняюсь. Что-то какие-то проблемки. Ага, вот у нас еще дети, надо их освободить. Unearthly power surges from Argonus's disfigured hand and into the statue. As it breaks under his breath, Argonus mutters a prayer to Hades as the diamond's gift destroys the stone statue. Так, ну, тут обратите внимание, то, что некоторые статуи здесь освобождаются, ну, просто так, что называется, да, никакой как бы квестовой нагрузки это не несет. Но, кстати, в конце мы увидим результат наших действий. Так, тут у нас вроде ничего такого не было, да, вот амфитрита наша прекрасная. Ничего такого не было здесь нужного особо. Сейчас пройдемся по пляжу, совершим добрые дела. The statue is no match for the power of the diamond. The stone shatters, releasing the soul of the Argonaut within. The power of the diamond surges through Argonus, destroying the stone statue and sending the soul within it to the underworld. Knowing that nothing else can be done for his friend, Argonus uses the power of the diamond to release the Argonaut's soul. Так, все, мы даже пройти не можем. Кстати, вот заметьте, что интересно, шаги по воде, они никак не озвучены, то есть, что он по суше ходит, что по воде, звуки не меняются. Ну, откровенно говоря, в воду-то зайти мы не можем, поэтому, может, поэтому и решили разработчики не заворачиваться с отдельными звуками. О, овечка тоже окаменевшая, надо ее освободить. Argonus shows compassion for the poor creature, setting its soul free from the bewitchment that fell upon it. Но, тем не менее, на модельку для души барашка разработчики не поскупились. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Тут еще у нас есть бедные несчастные души. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. Argonus shows compassion for the poor creature, setting its soul free from the bewitchment that fell upon it. Так. Пойдемте дальше. Он торчит тот самый гигантский трезубец. Так, крабик. И Талос по-прежнему на своем месте, зачарованный пением сирены. Так, кстати, давайте мы сейчас с вами сходим, наверное, туда, вот, да, где у нас стояла вот эта вот гигантская статуя, голова статуи, и у нас ключ, нам он понадобится, надо его забрать.
Как видите, здесь у нас дверь уже открыта, и обратно не закроется, несмотря на то, что мы вытащили ключ. Это, кстати, очень удобно. Так, давайте это вот спартанца мы тоже расколдуем. With heavy heart, Argonus watches as stone falls to the earth, even as the freed soul of the Argonaut rises. Знаете, тут неплохо было бы вставить песню Урсулы из диснеевской русалочки. Это Poor unfortunate souls. Бедные несчастные души. Under his breath, Argonus mutters a prayer to Hades as the diamond's gift destroys the stone statue. Under his breath, Argonus mutters a prayer to Hades as the diamond's gift destroys the stone statue. Так, у нас еще проредили контингент статуй. Вот. Это вот древолаза тоже сейчас мы переведем в менее твердое состояние. Bits of stone, once flesh, rain down on the sod as Argonus bids the soul of his comrade farewell and Godspeed. Кстати, я сейчас снимаю ранним утром, поэтому что-то я еще, может, пока и не сильно бодро, не сильно проснулся. Поэтому комментарии, может быть, не такие уж прям задорные и искрометные. Да, как будто они когда-то такими были. Что-то себе льстю себе. Льщу, да. Но я решил, что лучше пройти, пока есть время и желание, чем не проходить вовсе, надеясь на то, что великая муза снизойдет. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. В храме тоже всех освободим. Argonus calls upon the power of the diamond, turning the stone statue into nothing more than dust. Кстати, интересно, у меня появился снова какие-нибудь эти кат-сцены, я не помню. По-моему, нет. Давайте проверим по карте. Так, это мы все видели. Ага, храм Аида. Здесь тоже вот все видели. Да, мы сейчас тогда здесь с душами разберемся, и потом вот через ту локацию, где у нас был храм Аида, переберемся на новую локацию. Так, еще. Argonus watches in awe as he simultaneously destroys the stone body and frees the soul trapped within. Argonus holds out his hand and calls upon the power of the daimon. The statue quickly falters before collapsing completely. Так, владыка моей. Так, ну все, значит, мы тут избавились от всех статуй. И пойдем с вами дальше. Так, тут спуск. Так, здесь мы вроде бы ничего не пропустили, нет? Это у нас, понял, проход через голову статуи. Это вот лежачий. Посмотрим. Так, здесь вот здесь там проход нам нужен. Тут были двое, два аргонавта, давайте их освободим. The power of the diamond surges through Argonus, destroying the stone statue and sending the soul within it, knowing that nothing else can be done for his friend. Argonus uses the power of the diamond to release the Argonaut's soul. Интересно, тут вообще... Так, стоп, тут можно в настройках поменять что-нибудь? Нет, тут не получится, наверное, так. Так, а что? Вот настройки. Так, звук. Нет, вот тут как раз таки нет вот настройки именно звука, да? Музычку можешь чуть погромче сделать.
Вот, на внутриигровые звуки, я не знаю, они вроде бы так не громкие, но голос орет, конечно. Голос орет почему-то. Мне тут не нравится. Но видите, в настройках даже нет такого пункта, чтобы вот чтобы рассказчицу сделать потише. Bits of stone, once flesh, rain down on the sod as Argonus bids the soul of his comrade farewell and Godspeed. Stone explodes outward as the statue succumbs to the gift that the diamond bestowed upon Argonus. Вот мы с вами стали свидетелями кат-сцены, да, где, соответственно, аргонавты, которые столкнулись с Гидрой, они окаменели, потому что горгоны их решили, скажем так, подловить, да, и превратить в изваяние. Заодно и с недобитой Гидрой, кстати. Так, вот почему значок этот отображается? Может, потому что вот эту сценку мы смотрели. Forgive this historian. Нет, смотрели мы ее, кстати. Почему тогда значок отображается? Ну ладно. Argonus releases the diamond's power, freeing the soul of his friend from his prison of stone. Argonus feels the power of the daimon leave him and enter that of his friend. In mere moments, the statue fails, releasing its stone grip on the man's soul. Интересно было бы, кажется, если бы игра включала очень большую вот эту предысторию, когда аргонавты были еще живы, а Аргон бы путешествовал с ними. Вот, ну, конечно, тогда бы, наверное, игра стала полуэкшеном, а не симулятором ходьбы. Но все же было бы очень интересно, по-моему. Knowing that nothing else can be done for his friend, Argonus uses the power of the diamond to release the Argonaut's soul. Так, вот теперь попробуем разуплотнить Гидру. As the hydra crumbles to the sod, the soul of the beast does not appear, nor does it succumb to Hades' call and depart to the underworld. Очевидно. Все-таки она, не знаю, как, может быть, создание другого порядка. Так, это у нас что? Это у нас, по-моему, так. Это у нас сердце Гидры, я так понимаю. By its nature, stone is hard. This one, however, is uncommonly so. Warm to the touch, it reverberates with a continuous pulse. Да, это очевидно сердце Гидры, но, кстати, тоже пригодится. Так, ну все, вот вроде бы мы, по большей части, на самом деле, нам только вот оно и нужно было, по-хорошему, да, ничего остального нам так сильно не требовалось. Так, ладно. Что так, обломки. Там сирена, очевидно, с рядом с Талосом. Пойдемте, давайте вернемся к локации с храмом Маида, а оттуда мы перейдем на другую уже локацию, на другую часть острова. И там с вами тоже разживемся полезными предметами и продвинемся по сюжету. Узнаем некоторые новые подробности. Так, остров. Тут идем вперед. Так, все, статуи здесь, если мне не изменяет память, статуи здесь больше нет. Идем вперед.
есть вот не очень понятно, зачем разработчики решили все это на такие отдельные хабы делить, всю эту карту. Она вроде не такая огромная. Да и содержание локаций, по сути дела, оно в одних таких сероватых тонах. Поэтому как бы делать все это в разных, как-то сшивать локации на хабы, я думаю, не очень была бы хорошая идея. Тем более эти постоянные подгрузки из-за этого случаются. Ну, я может, что-то не понимаю, да, я как бы не игродел. Ну ладно, что жаловаться. Тем более подгрузки быстрые, игра более-менее оптимизирована. Так, идем. Так, мы там взяли, если я не ошибаюсь, мы взяли ключ, да, там где вот статуя была, да, где загораживал вход. Давайте пополним запас яблок, по-моему, нам побольше понадобится их. Тут у нас вот скелетики ходят, защищают сад. Так, ну-ка. Ты бочка? Че не берем? Whether the golden skin of these apples was transmuted or grew as such is just one of the many mysteries upon this isle. Так, не знаю, что опять звук подлагивает. Угу. Ладно, значит, мы с вами все, больше у нас яблок не влезает, максимум. Так, полетели на нашем Пегасе Rainbow Dash на локацию с Хаммаидом. Привет, лошадка, вези меня. The great white horse recognizes Argonus, and within moments carries the sailor of the Argo over the gorge and into the grey skies above. Красивый очень арт, который... Прошу прощения. Сейчас немножко сделаем паузу. Так, прошу прощения, тут мне позвонили. Пришлось немножко тормознуть трансляцию. Ну, все-таки это лучше, чем все переснимать заново. Ибо у меня терпения не хватит все это делать. Так, извиняюсь еще разок. Так, пойдемте с вами дальше. Я не помню, тут мы, по-моему, делали. Так, ага. Вот, здесь мы сжигали, да, огонь. Там, по ходу дела, уже угли должны появиться. Попробуем с вами раздобыть угли. Again and again, Argonus sets shovel to dirt, until all that remains are a number of coals. It takes Argonus a minute or so to remove the coals from the pit. Отлично. Уголь нам тоже нужен в дальнейшем, да, на следующей локации. Поэтому забрать его будет для нас вполне естественно. Так, цветы нам больше уже не требуются. Это сонное зелье для Грай мы уже приготовили. Так, тут мы помним, да, Станатос решил с своего поста уйти, передав часть обязанностей нам, сфинкса. The air about Argonus suddenly grows heavy, and without warning, a rift opens, and the favoured daughter of Zeus steps through. Athena smiles at the sailor. Well done and done, Argonus. You have proved yourself much more than a historian, much more than a simple sailor. And now I sense in you a new thing, the goddess says, tilting her head. Do not withhold this gift from those who sailed blue seas and grey swells. Nor should you give up on your brethren.
For while many have fallen, some still live. Again, I say to you, seek them out and save them. For the ones that have brought them low, you have now seen with your own eyes. Stheno and Euryale, creatures of madness and spite. Athena's eyes narrow as she speaks with great authority. Gird yourself for what is ahead, son of Argus. Do not grow weary, for fair Athena is with you, and a boat awaits. The goddess slowly nods her head, and without another word, is taken up into the sky once more. Да, в очередной раз мы услышали обещание от Афины помочь нам в случае выполнения нашего обязательства по изгнанию Горгон. Корабль нам пообещали и спасение с острова. Ну, посмотрим, во что это все выльется. Да, и очевидно Афина одобряет нашу новую конечность. Three harpies, their stench as foul as their temperament, circle endlessly in the skies above. Опять мы тут попадаем в новую локацию, да, и здесь вот гарпии. Снова гарпии, от которых надо как-то избавиться. Так, давайте осмотримся. Может быть, что-то есть нам полезное здесь. Да. Новая локация, еще пока не зарисованная на нашей карте. Так, женщина. The name of this woman, or where she was returning from, Argonus watches in awe as he simultaneously destroys the stone body and frees the soul trapped within. Так. Предметов у нас пока здесь нет никаких. Зайдем в хижинку. Так, здесь обычная. Дровишки. Интересно, нужны нам еще нибудь или нет? Посмотрим. Нет. Ну ладно, не лишний будет. Как бы стол немножко загнул кисть руки. По поводу лишнее не лишнее, у нас все равно нет лимита грузоподъемности, таскать можем все. Некоторые философ такой, ну, похож, во всяком случае. Чем-то вот Сократом напоминает. The terror that has a grip on Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. Монетка. This silver drachma is oddly struck, bearing the image of a grinning skull. Монетка. Так, это что? Какая-то записка. Давайте посмотрим, что у нас за записка. The note reads, Celius, the beast upon the hill must once again be appeased. Its appetite for riches is becoming insatiable. It is signed Талиас. Знаете, вот что интересно, на древнегреческом написано, на греческом написано. Блин, умел бы еще читать по-гречески, было бы вообще здорово. Так, пойдемте дальше. Хотя, в принципе, тоже все переведено. Маски театральные. Только они нам, очевидно, не нужны, раз взять мы их не можем. Так, и какое-то там чудовище наверху есть, да? Давайте посмотрим все по очереди, все, кажется, постепенно. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. As the statue crumbles to the ground, the soul of the village arises and dissipates. Так, еще немного душ мы освободили с вами. Здесь нам ничего не нужно. Тут ферма. Так, барашек.
овечка точнее. Но больше нам шерсть не потребуется, поэтому стричь ее смысла нет. Так, вышли отсюда. Book 3. Forges and Fire. Ну, как видите, да, книга называется «Кузня и огонь». И нетрудно догадаться, какой из богов будет помогать нам на этот раз. Unearthly power surges from Argonus's disfigured hand and into the statue. As it breaks apart and falls, the soul of the poor individual quickly departs this mortal world. Так, что у нас здесь? Ну, здесь вроде ничего такого нам полезного нет, так понимаю. Душу хотя бы освободили. Under his breath, Argonus mutters a prayer to Hades as the diamond's gift destroys the stone statue. Вот у данного каменного индивида такой вот лысина, окладистая борода с чуть завитыми усишками, как бы такой античный хипстер. Ну ладно, это, конечно, шутейки. Так, посмотрим. Пам-парам-парам. Да, давайте тогда сходим в храм. Вот, очевидно, храм, если он такой выделяющийся из всех остальных построек. И поглядим, кто, что, зачем. Так, здесь мы никуда дальше не пройдем. Линейный проход. Кузня. О, сова, Фина. С нами приглядывает. The owl cocks its head, as if listening. Угу. Слушать. Так. Отлично. Есть у нас кое-что. Так, это у нас типа сосуд для вина или для чего-то такого. These silver adornments have been left as an offering to the god Hephaestus. Так, давайте обратимся к бог Гефест с молотом, как положено кузнецу. Итак, что же он нам скажет? Marbled stone shifts as the spirit of Hephaestus enters the ornate statue shaped long ago by human hands. The god of the forge regards Argonus with unblinking eyes. Who is this man before me? Surely not one who strikes the iron, nor one who stokes the fire. Nay. The god continues, his brow furrowed. They are no more, having fallen to that which fair Athena hath unleashed. Do not be deceived, sailor of the Argo. While it was Perseus's hand that sundered head from shoulders, the heart that drove the blade was assuredly that of the goddess. Hephaestus pauses, deep in thought. When he speaks again, it is slow and measured. I am loath to meddle in my sister's quarrels, either to directly help your quest to find your countrymen, or abate the scourge being wrought by the Gorgon's sisters. And yet, if you return the gold stolen from my temple, and tend my forge, I will grant you a light to drive away darkness. The benevolent god nods before the statue becomes still once again. Ну, мы узнаем с вами, что Гефест как бы намекает, да, на то, что ко всему этому весьма и весьма причастна Афина. Вот. И то, что, очевидно, мы играем свою роль в ее новом плане, скажем так. Так, давайте посмотрим. Может быть, нам дали кат-сцену, да, из-за встречи с Гефестом. Пока нет. Очевидно, нам надо выполнить повеление Гефеста. Итак, что от нас хочет Гефест? Он хочет, чтобы мы разожгли огонь в кузне. Ну, это довольно очевидно. И кое-какие еще подношения ему
золотые оставили. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть в нашем инвентаре, что подойдет для кузни. Смотрим. У нас, кстати, есть уголь. Может быть, уголь нам сюда положить? Давайте попробуем. Да. Argonus adds the coal to the forge. Да, вот угольки мы не зря с вами коптили, да? А вот здесь, ну, если это кузня, очевидно, нужны меха. А кузнечные инструменты... у нас вроде бы ничего такого нет, но может мы еще найдем. Давайте поищем, что нам поможет что поможет нам разжечь кузницу Гефеста. Потому что богу кузнецов угодно кузнечное дело. Ручной труд и огонь. Так. Ну давайте, ладно, сюда сходим, в принципе. Можно было в другую сторону, но мы сходим сюда. Так, тут у нас, по-моему, что-то... аргонавты. Come, Pelleas, sit by the fire. Do not tarry in darkness, as it is only shadows you chase. Mayhap so, Nauplius, but is it not what is cloaked in shadows we seek? That which has brought all we know to ruin? That I cannot say, but ponder this. If fair Athena appeared before us, bestowing hope, would she not also offer protection? I know not. All that is certain is that a fear grips my heart like no other. Athena's promises do little to... Hold! What manner of creature are... Мы очередной раз узрели, как, точнее, услышали даже, да, как наши друзья-аргонавты стали жертвами Гаргоны, очевидно, ничего не успев сделать. Well skilled to attack a charging foe, Nauplius now stands frozen in time. This stone visage is of Pelleas, warder of Thespia, who surpassed all men in naval skill, be it on high seas or curving shore. Never did Argonus imagine that he would witness such horrors upon his friends, much less be the instrument of their salvation. The power of the diamond surges through Argonus, destroying the stone statue and sending the soul within it to the underworld. While this remnant has succumbed to wind and rain, it is unclear where the remainder of this massive statue resides. Кстати, да, весьма странно. То есть такая вот огромная рука статуи лежит на обрыве скалы, да, именно отрезанная, причем ровненько тогда, а сама статуя непонятно где. Очевидно, кто-то ее решил телепортировать сюда. Так, давайте посмотрим, что у нас. О, девушка. Argonus gently moves his disfigured hand, causing the statue to shatter into pieces and fall to the sod. Так, вот у нас корзинка. Давайте ее возьмем. Argonus adds the golden apples he is carrying to the basket. Вот у нас теперь целая корзинка. Яблок. Причем не простых, а золотых. Так, вот у нас еще одни ворота. Чуть большие такие. Давайте посмотрим, что мы здесь найдем. Это статуя какая-то. Интересно, кто это? This statue is of Minos, the king of Crete and son of Zeus and Europa. У нас
такая же статуя стоит у другого прохода, только в этот, как сказать, только со стороны моря. Так, это еще один аргонавт, очевидно. Да, давайте мы его освободим. Argonus feels the power of the daimon leave him and enter that of his friend. In mere moments, the statue fails, releasing its stone grip on the man's soul. Кстати, вот вы помните, да, такие же вот выемки, но на той части острова, где разбитый Арго. Но мы, к счастью, вытащили уже ключ, вот этот, нефритовый, да? Давайте поставим его теперь в эту нишу. With a satisfying click, the keystone sets perfectly into the stone indentation. Нам нужно еще одно. Так, что такое? Большой обломок вот этой вот статуи, наверное. Попробуем ее сдвинуть как-нибудь. Argonus puts his weight against the stone, but is unable to move the statue even a hand's breadth. Without warning, the Cyclops appears, his single eye moving back and forth between Argonus and the broken statuary. The docile creature wraps its massive fingers around the stone fragment and, with a grunt, moves the impediment aside. The Cyclops bellows at the sky before fixing its gaze on the historian. Argonus nods with understanding as the creature wanders away. The sailor's merciful boon has been paid back in full. Видите, какой попался благодарный циклоп за то, что мы расколдовали его сына, да, мы получили такую помощь, да, он отодвинул на статую. Вот, и как видите, здесь идентичная выемка есть, нам нужно найти ключ такой же, только красный, очевидно. Да, но у нас его, по-моему, пока нет. Да, пока нет. Давайте походим по острову, поищем ключ. Плюс нам надо еще что-то найти еще подходящее для Гефеста подношение. Так, давайте посмотрим. Так, сюда мы не спустимся, думаю. Нет, очевидно, нет. Так, вот гарпии летают. Какой-то обломок чего-то. Колонна, может быть. А здесь мы видим кого, чего? Грифон. Интересно. The gaze from the griffin brings the sailor pause. Argonus slowly retreats, leaving the golden treasure be. Так, отлично. Ага, у нас, в принципе, кое-что есть для Грифона. У нас целая корзина этих вот яблок. Надеюсь, она придется им по вкусу. Argonus approaches the griffin cautiously, glancing anxiously toward the skies before setting the gold-laden basket upon the sod. The beast immediately takes notice, as the treasure is simply too great to resist. After a moment, it leaves its hoard unguarded. All at once, the air is replete with the rush of wings and unearthly screams. The dogs of Zeus descend as one, intent on claiming the savory prize as their own.
Although fear grips his breast, Argonus makes haste, quickly seizing several of the golden pieces before the unearthly combatants take notice. Отлично. Вот мы отвлекли немного Грифона и Гарпий, и, соответственно, нашли то золото, которое как раз таки упоминалось Гефестом, что было украдено из его храма. Единственное, что вот меня немножко беспокоит, там было сказано, что надо кузню, да, развести огонь в кузне, но, по-моему, вот у нас мехов нету. Давайте-ка мы сейчас пока вернемся немножко назад. По-моему, я их где-то пропустил. Меха, вот, я не знаю, тут есть ли в этой локации меха или нет? Давайте еще раз взглянем. Если нет, нам придется вернуться к той локации, где храм Геры. Там больше домов. По-моему, в каком-то доме, или в какой-то там хижине, может быть, есть меха. Потому что без мехов мы... Ага, вот. У нас должен ключ у нас, да. Мы брали ключ из дома. Давайте откроем дверь. Вот. Argonus sets the key into the keyhole before pulling open the lid, revealing its contents. Вот они, кстати. О, отлично. Меха и ключ от тех ворот. Давайте возьмем меха. Замечательно. И ключ. Все, отлично. Нам не придется возвращаться на локацию другую. Поэтому мы сейчас выполним пожелание бога огня и кузнец. Вернем ему все его золото и разожжем огонь. Так вот, пьедестал. Давайте дополним его золотом. Нет, не хочет. Почему, интересно знать. Странно. Так, а если вот... Стоп, если вот так вот сделать. Ага. Like a hunter returning with prized spoils, Argonus holds the golden artifacts high, and the statue of Hephaestus stirs. Well done, Argonus, The god of smiths says, nodding. While I will not interfere with that which has been set into motion, mighty Hephaestus can instruct, can he not? The god motions to the forge. 4 things are paramount, Argonaut. Coal for the fire, air to stoke, metal to shape, and a tool to shape it. He then points to Argonus. Sailor, historian, mapmaker, and soon metallurgist. Surely your father Argus would approve. And with that, Hephaestus looks away and moves no more. Замечательно. То есть Гефест принял наш дар, очевидно. Вот они, да. Вот. То есть тут серебро, тут золото. Блестяще. Так, но меня вот смущает, а чем ковать-то будем у нас? Инструментов, по-моему, для ковки нету. Беда. Давайте посмотрим. Меха, очевидно, здесь нужны. Argonus sets the bellows onto the stone and slides it into the hole. Argonus squeezes the bellows repeatedly, albeit in vain. Так, развести огонь, да, нужно как-то? Ага, вот, по-моему, вот так. Argonus sets the wool into the forge.
It takes only a single strike of steel on flint to produce a fine flame. Теперь огонь можно раздуть, наверное, так полагаю. Извиняюсь. Argonus squeezes the bellows repeatedly, fanning the flames of the forge until the coals blaze with an intense heat. Клево. Так, что он там говорил-то? Нужен металл. Вот у нас есть, что есть. It is unclear from where the griffin stole this armor. Regardless, gold is not an ideal metal to be used in battle. Да, у нас есть золотой, наруч или... Да, очевидно, наруч. The griffin's gold is set carefully within the forge. Хотя, кстати, It doesn't take long for the soft metal to begin to glow. да, это очевидно. Хотя, может, наколенник. Так, а у нас чем ковать-то будем? Нет, не мечом явно. Чем ковать? Так, у нас проблема. С Хьюстон у нас проблема. Где нам взять... где взять кузнечные... Где взять молот или там что-то такое? Давайте поищем. Надо вспомнить, где это все находится. Потому что без инструментов мы ничего не скуем. Так, может быть где-то здесь тоже что-то пропустил, может быть нет. Пусто. К сожалению, здесь ничего нет. Так, а если другие дома еще раз посмотреть. Так, ничего. Пусто. Инструменты. Так. Тут мы были. Давайте вернемся сюда. Никак совершенно нету. Забавно. Где мы могли их забыть, а? Пусто. Так, а здесь только... Нет, дом одноэтажный. Наверх никак не залезть. Нету. Так, ну тогда попробуем с вами сейчас тогда вернуться, наверное, на предыдущие локации, на какие-нибудь, посмотреть там, потому что без, опять же напомню, без инструментов мы никуда не продвинемся по сюжету. Тут они лежат, нет? Очевидно, нет. Ладно, вернемся на предыдущее место. Давайте посмотрим, может быть я что-то где-то оставил. Так, извиняюсь, да, что
немного неподготовленный пришел к алтарю Гефеста. Немножко удлинит наше прохождение, поиск инструментов. Но, как бы, не все должно быть так просто, согласитесь. Значит, было бы все слишком легко. Аргонавты прошли через испытания такие вот с огромным чудовищем сразились. Гидры даже голову отрубили, а так вот обидно, все превратились в камень после встречи с какими-то горгонами. Так, здесь у нас... Вот, мне что-то подсказывает, что может быть там, где мы брали с вами уголь. Может быть, вот здесь инструменты могут лежать. Давайте глянем. Инструменты. Куда камера-то? К сожалению, нет. Что-то здесь мы ничего не наблюдаем. Даже близко похожего на инструменты. Ладно, попробуем сейчас вернуться к храму Геры. Может быть, там они лежат где-нибудь. Нет. Здесь нет. Так, посмотрим, да. В предыдущей локации там много домов. Они, может быть, и чем-то выделялись. The great white horse recognizes Argonus, and within moments carries the sailor of the Argo over the gorge and into the grey skies above. Вот если вы сейчас вот читали вот эту вот заметку, да, которая появлялась во время загрузки, очевидно говорится о том, что наш герой встречался с Хероном, кентавром, наставником героев. Так, тут у нас убитая гарпия. Какая красотка. Но у нее нет инструментов. Вот это очень плохо. Не зачет ей. Давайте в деревне посмотрим. Так, инструменты. Нет, не видать, не видать. Жернова есть, инструменты нет. Инструментов нет. Так, капуста. Нет. Не то. Не то. Овечка, ты инструмент не видал, не? Если видел, скажи, а? Окей? Так, нет. Не то. Так, в этом сундуке у нас ничего больше нет. Тут нет. Давайте еще посмотрим. Где-то они должны лежать. Сомневаюсь, что тут, конечно. Нет. Давайте в тот дом еще заглянем. Ничего даже близко похожего нету.
Выходим наверх. Так, здесь пусто. Ну как инструмент, там молоток какой-то, наверное, должен быть, или клещ, что-нибудь такое. Нет. А тут, кстати, вон статуя есть. Давайте ее тоже освободим. As the statue crumbles to the ground, Вот, а тут тихо, the видите, soul говорит of the village рассказчик. arises and dissipates. Что за дела? Не понимаю. Увы, здесь ничего нет. Так, на второй этаж сходим. Так. Нет, ничего. Где ж я их пропустил-то, а? Так, минутку. В этих домах я уже был, я так понимаю, да? Да, был в этих домах, и ничего, что-то я здесь не нашел. Где их брать теперь, а? Ну, в храме Герда не вряд ли. Можно, конечно, глянуть ради любопытства, но мне кажется, нет. А, тут самая статуя есть. Ну, не зря пришли. Argonus holds out his hand and calls upon the power of the daimon. The statue quickly falters before collapsing completely. Гера нам больше уже ничего не поможет. Нет, здесь ничего такого быть не может, в принципе. Куда он делся-то? Что-то я где-то забыл. Ну тут, к счастью, игра такая, да, позволяющая вернуться куда нужно, да, как бы. Тут фатальные ошибки допустить нельзя, в принципе. То есть просто можно вернуться немножко чуть пораньше и сделать то, что забыл. Странно. Нет. Тут просто как бы камни, все дела. Ничего такого. Даже близко нет. Так, посмотреть. Сейчас говорю, извините, что так затягиваюсь это прохождение, да, и я как бы был бы рад лишний раз не мотаться по тем же самым локациям, а двигать дальше сюжет. Просто надо найти этот инструмент. The statue is no match for the power of the diamond. The stone shatters, releasing the soul of the Argonaut within. Ну да, пока, может, сейчас, да, освободим аргонавтов каких-нибудь, которых мы найдем на пути. Нет, здесь нету. Попробуем, может, спуститься еще туда, к берегу. Вот, если там ничего нет, ну, еще где-нибудь надо будет поискать, потому что, ну, это как-то странно.
что-то их совсем нигде нет. Инструментов этих. Храм Гефеста, ну, вряд ли они там, потому что я вроде смотрел там. И там, в храме Гефеста, если вы помните, там ходить особо негде. Полностью линейная локация. Так, молоток. Или что-нибудь такое. Ничего. Поленье. Там нет, там не было их точно. Так, ну ладно, дамы и господа, тогда мы с вами, наверное, закончим пока прохождение. Так, немножко длинноватое видео получилось. Я завтра постараюсь записать продолжение. Уже вспомню, где там находятся эти инструменты, заберу их и выполним полностью волю Гефеста и продвинемся дальше по сюжету. Спасибо большое за ваше внимание. Извините, сегодня выпуск получился не очень такой прям суперский, да. Во-первых, из-за моих скудных комментариев, во-вторых, из-за того, что я где-то забыл эти инструменты. Вот, извиняюсь, конечно, за такое вот качество сегодняшнего видео. Все же надеюсь, что вам опять же понравилось. Пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И тех, кто в группе мифологии Древней Греции, ссылка на группу в описании к видео, смотрит видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это очень смотивирует меня проходить игру, выкладывать прохождение специально для вас. Спасибо большое, до свидания.